Нет! Нет! Тань. Все хорошо, все. Что? Нет, просто кричала. Мне какой-то кошмар снился. Ты что, так и не ложился? Я собираюсь сейчас поехать в Бархатную бухту. Там, знаешь, можно сесть на теплоход и сразу прямой в Турцию уехать. И как она добралась до Бархатной бухты? На дороге оползни. Вот. Я тут нашел вот тут здесь вот можно пройти. Нет, это долго, тяжело, но невозможно. Зачем ей это? Она что, следы заметает? Я не знаю, Таня. Я с ума схожу. Я просто не хочу верить, что ее больше нет. Хорошо, я поеду с тобой. Да, Анжелик. Сейчас мы будем. Ребят, волонтеры нашли фотоаппарат Насти в ломбарде. Давай, быстрее собирайся. Так это точно наш. Да, ремень, по крайней мере, я сама его покупала. Ну, был наш, мы потом его… Ну, неважно, он был наш, потом мы подарили его Насте. Дай посмотреть. Ну, он разряжет, куда ты? Ну, там есть карта памяти, дай посмотреть. Дайте мне. Вот. Фотоаппарат в ломбард сдал какой-то мужчина, есть его адрес. Полиция к нему уже выехала. Так. Все фотографии последние сделаны в горах. Вы же дошли до водопада? Далеко очень. Паша, она же высоты боялась. Это как? Ну, я даже не знаю. Интересно, как этот фотоаппарат оказался у этого мужчины. Паш, получается, что вы с Настей вот здесь гуляли, правильно? 7 числа вас здесь видел пенсионер. Потом вы поднялись аж вот сюда, вот это, к водопаду. Так было? Ну, да, поднялись, ну какая разница сейчас? Нет, подожди, вы поднимались к водопаду или нет? Я не помню. У меня все это вот время уже пролетело. Ну что вы прицепились к нему? Он же живой человек, не робот. Он не может помнить все детали. Привязались. Паша, мы ищем твою жену, которая как сквозь землю провалилась. Мы искали ее везде, только в горах не были. Потому что ты сказал, что вы туда не ходили. А выяснилось, что вы туда ходили. Так может, она вообще там? Да это бред! Да не бред это, Паша. Она в конце концов могла туда одна пойти и пропасть на следующий день. Надо Федорову эту версию озвучить. Олег! Тань, ты же знаешь Настю? Ты же понимаешь, что это все нереально. Она бы никогда не пошла в горы одна,
Вот после нашей вот этой вот прогулки ее всю трясло. Она мне поклялась, что больше вообще никогда туда не вернется. А фотографии, да. Сделали мы 7 числа. Да это не факт. Там даты сбиты. Хорошо, давай. Вы поймите, это горы. А горы – это горы. Там можно искать бесконечно. Что будем искать бесконечно? Слушайте, Олег, послушайте мудрого человека. Давайте искать Анастасию не там, где светло, а там, где она может находиться. Ну, она же могла туда пойти, правильно? Вот фотоаппарат. Ну что фотоаппарат? Она потеряла его во время прогулки с мужем. Это есть в его показаниях. Так он теперь сомневается, что это было 7 числа. Значит, она могла туда 8 пойти, правильно, там пропасть. Вы знаете, вы сначала говорите о том, что ее не могло там быть, потом, что она там могла быть. Мне кажется, вы сознательно запутываете следствие. А, вон вы, знаешь, как решили, да? О, отлично устроились, отлично. А давайте без вас обойдемся, да, с волонтерами найдем. И вот наймем вертолет. Вертолет вам погода не сделает. Это горы, там склоны, они все в лесах, сверху ничего не видно. А одним я вам туда идти не советую. Неподготовленному человеку легко заблудиться. А вообще, знаете, как ты… Аркаш, нашли красавчика. Я и не прятался. Это вы сдали данный фотоаппарат в ломбард? Я? А что это, разве противозаконно? Вот эта вещь принадлежала моей сестре, она пропала 3 дня назад. Вот я влип-то, а. Я его нашел. Да, правда, у меня жена свидетель, она подтвердит. Слушайте, не тряситесь так. Когда это было? И где? На тропе. Выше водопада? Да, в ущелье. Мы с плато спускались, я смотрю, фотик лежит. Думаю, 30 на 30. Когда и во сколько? В четверг это было. 9 числа. Часов в 11. Жену позовите, она подтвердит. Ну вот видите, я вам про это и говорю, мы не можем исключать возможности того, что она пошла туда 8 числа и пропала. Ну да. Жалко, что так поздно начинаем поиски. 3 дня прошло. Самое ценное время уже упущено. Вот там я нашел фотоаппарат. На камне. Ну что ж, будем считать этот камень отправной точкой наших поисков. Остается один вопрос. Куда отсюда могла пойти Анастасия? Я так понимаю, у нее не было опыта горных походов? Нет, она абсолютно городской человек. Ага. Ну что же, спасатели сделают все возможное. Спустятся на кромку ущелья. Вы думаете, она могла сорваться? Я думаю, что могло произойти все, что угодно. Городские жители часто недооценивают опасность гор. Хотя 3 дня можно продержаться летом в горах. Но сложно. У нее не было ни воды, ни еды, ни экипировки. Все зависит от силы характера и выносливости. Нет, это вообще, конечно, ужасно вот так вот потеряться в горах. Я однажды в городе заблудилась, и то чуть от страха не умерла. Нам нужны волонтеры-альпинисты. Давай подключайся. Нужно кинуть объявление в соцсетях и пообещай, что мы все расходы возьмем на себя. Хорошо. Спасибо. Не понимаю, как здесь можно заблудиться. Все просматривается. Ну, горы – мистическое место. Здесь голова дуреет. Я в мистику не верю. Ну, как знаете. Вы же сами говорили, что ваша жена гор боится. С горно-спасателями общались? Нет, ну, она в гор не пошла. А вы ссорились? Нет, у нас же медовый месяц. В тот вечер накануне мы с Настей поругались. Когда вернулись с гор? Да. Я пришла узнать, как ты. Как? Везде, где можно, запостил информацию по поводу Насти в интернете.
7 числа. Так. А Настя 8 пропала. Я хотел ее как-то отвлечь, предложил пойти в горы. Она согласилась. Мы чуть-чуть поднялись и сразу спустились. Всероссийский конгресс педиатров. Я так рада за Пашу. Он такой счастливый с этой девочкой. Господи, хоть бы у него на этот раз все сложилось. На этот раз он что, уже был женат? Был. Вы знаете, я тогда сразу поняла, что из этого брака ничего хорошего не получится. А что произошло, если не секрет? Прости, что я лезу, но просто… Она покончила жизнь самоубийством. Да ты что, почему? Ну почему люди так делают? Сюда нам. Хорошо, что Настя была в желтой футболке. Яркой на склоне легче увидеть. Да. Слушай, тут кое-что странное. На странице у Павла и вообще у его друзей нет никакой информации об исчезновении Насти. Он говорил, что он ищет ее по всему интернету. Я нашла только листовки, которые разместила Анжелика, и все. Да, еще. Ты меня слушаешь? Ты здесь? Здесь. Я нашла кое-что интересное. На странице бывшей жены Павла… Вот, цитирую. «Люди, моя девочка никогда не покончила бы жизнь самоубийством. Ее убил родной муж, помогите наказать виновного». Что, есть новость? Нет. Просто мне очень неуютно одной. И, если честно, я не очень хорошо себя чувствую. А в номере очень душно. Можно я у тебя побуду? Фу. Почему тебя так интересует первая Пашина жена? А потому что ее мать считает, что ее убил Павел. Да ладно, с чего ты взяла? Вот, смотри. Да ну ладно, это чушь какая-то. Чего там только не напишут. Вообще в интернете полно психов, ты же знаешь. Да, но это не чужой человек, это ее мать. Ты реально считаешь, что мой брат мог убить человека? Ты серьезно? Послушай, я ничего не считаю. Я просто хочу разобраться, все. Ну, я не очень хорошо знала ее маму, но по-человечески ее понять можно. Ее дочь умирает в 25 лет, совершенно неожиданно. Ей нужно было кого-то винить, вот она и стала винить Пашу, все. У них были плохие отношения? Да, плохие. Они часто ссорились, хотели разводиться. В общем, я не знаю нюансов. Я знаю только одно. Паша не мог убить человека. Не мог. Если Настя пошла вверх по тропе, то она могла подняться сюда. Возможно, оставила какие-то следы. У нее были с собой спички, зажигалка. Может, она костер развела? Она не курит. Ничего такого у нее не было. Вы видите? Птицы кружат над ущельем. Они обычно кружат там, где сорвалось животное или… Человек? Да. Значит, надо спускаться в ущелье. Спасатели туда спустятся? Да, только завтра утром, так как в горах рано темнеет.
Так что завтра с утра альпинисты спустятся в ущелье. Почему ты Паше ничего про Стаса не рассказала? Боюсь, что он не поймет. Он такой семейный. А я, получается, 5 лет с женатым мужиком крутила. Семью разрушала. А почему он развелся с первой? Он не развелся. Она умерла. Да ты что? А что случилось? Даже не знаю. Он не любит говорить об этом. Здравствуйте. Вы кто? Что вам надо? Здравствуйте, я подруга второй жены Павла Горшкова. Меня зовут Татьяна. Я очень хотела поговорить с вами по поводу Павла и вашей дочери. Алло, вы меня слышите? Я здесь. Так он женился. Да, неделю назад. А 3 дня назад Настя пропала без вести. Значит, он и ее тоже убил. Что? Он убийца. Убийца. Он убил мою дочь. Почему он тогда не сидит в тюрьме? Он выкрутился. Было мало улик. Или следствие заплатил. Я одно знаю. Он убил ее. На каком основании вы это говорите? Следствие говорит, что это самоубийство. Но, понимаете, моя дочь была очень жизнерадостным человеком. Ей просто незачем было кончать жизнь самоубийством. Предсмертной записки она не оставила. А люди из окон просто так не выпадают. И вы мне тоже не верите. Ну, просто Павел производит впечатление интеллигентного человека, он такой мягкий. Они ссорились с Полиной каждый день, дрались. Он умеет нравиться людям, но он убийца. Поверьте мне. Авиакомпания доставила ваш багаж. Да, спасибо. О, спасибо. Наконец-то. Прошу. Представляешь, только что доставили мой багаж. Здесь. Да. Спасибо. Да. Паша звонил. Поиски до утра остановили. Они возвращаются. Так, я пойду. Спасибо еще раз. До свидания. До свидания. Алло, отель «Горы и цветы». Да? Альпинисты завтра спускаются в ущелье. Они считают, что Настя могла сорваться. Сорваться или… Или что? Ну, Тань, ты узнала что-то? Говори. Я звонила маме первой жены Павла. И? Она считает, что это Павел сбросил ее дочь. И ты знаешь, очень убедительно считает. И у нее доказательства есть какие-то? Доказательств у нее нет. И Паша этот ведет себя как… Чем дальше, тем подозрительней. Но он сам забил тревогу, сам всех обзвонил. Кстати, нет. Нет? Нет, мне он не звонил. Я 9-го сюда прилетел, набрал сразу Настю. Понимаешь? Не дозвонился, набрал Павлу, он сказал, что она исчезла. Почему ты мне сразу не сказал? Слушай, мне в голову не пришло. Мне казалось, это так естественно тогда, что он не хотел нас нервировать, что ли, Не что Настя хотел нас вернется. нервировать. Есть еще одно. Пришел багаж Светланы. На нем багажная бирка. Там есть дата. 5 августа. Так она же вчера прилетела. Получается, что нет. Она прилетела сюда 5 августа. Это было до исчезновения Насти. Меня это достало. Я хочу выяснить, что здесь происходит. Подожди. Ну ты сейчас пойдешь к ним, они нам врут. Они не скажут правды. И в полиции нас пошлют, потому что у нас нет никаких аргументов.
Нам надо самим все выяснить. О, ребята. Светлана. Благодарю. А Таня где? Она там в номере с риэлтором общается. Вот, спустится сейчас. Мы же квартиру свою продаем. Вы что будете, ребят? Я ничего не буду, я кофе попью. Спасибо. А я буду что-нибудь. Я такая голодная. Простите, можно вас? Да, конечно. Я пролила, могли бы вы мне помочь убрать? Да, конечно. Спасибо. А у тебя, Свет, значит, туристический бизнес, да, в Финляндии? Да, Паш, налей, пожалуйста, воды. Я вообще считаю, что эту страну недооценивают с точки зрения туризма. Там очень много красивых мест. Да, мы как-то, я собирались с Таней, там все как-то не сложилось. У нас много чего не сложилось. Ну, этого зря, конечно. Почему так считаешь? Да, потому что у вас в отношениях страсть есть. А страсть для меня самая важная. Плохо, когда она пропадает. Ну как же там любовь, забота о ближнем? Ой, это все скучно очень и… У тебя, ты вообще замужем? Я нет, но у меня есть любимый человек. Мне просто интересно, как твое мнение изменится, когда ты выйдешь замуж за любимого человека. Я не выйду за него замуж. Почему? Потому что брак убивает чувства. Это так тебе любимый человек сказал, что ли? А? Это так любимый человек сказал. А какая разница? Ну, обычно, знаешь, мужики так говорят, когда жениться не хотят. Слушайте, у меня что-то так голова разболелась. Просто вообще, я, наверное, пойду к себе, зайду на ресепшн, возьму там таблетку, там уже… Подожди, Свет, подожди. Ребята, у меня есть потрясающий рецепт от головной боли. Сногсшибательные вещи. Надо коньяк просто… Потом дай попробую мне. как-нибудь, ладно? Я уже ухожу. Сейчас я полицию вызову, и вместе все сразу пойдете. Вызывай. Знаешь, мы с Настей познакомились на блиц-свиданиях. А там буквально за 5 минут нужно как можно больше узнать о человеке. Я тогда спросил Настю, а вдруг тебе представится шанс полностью начать новую жизнь? С
С новой биографией, с новым именем. Как ты поступишь? И что же она тебе ответила? Она сказала, отличный шанс. Я полностью готова к перезагрузке. Прям вот так тебе и сказала. Угу. И вот я думаю сейчас, а вдруг она решила начать новую жизнь? Какая собачья чушь. Я слишком хорошо знаю свою сестру. Она бы никогда так не поступила. Да. Сейчас подойду. Ты врать совершенно не умеешь, Олег. Нашла, что хотела. Что происходит? Она рылась в наших вещах. Что это значит? А нам надоело вранье. Вы оба бесконечно врете. Мы хотим знать, что ты скрываешь. Ничего. Свет приехал сюда 5 числа, а не 10. Как раз тогда, когда Настя пропала. И ты знала об этом. И никакие вы не брат и сестра. Я видела ее паспорт. Там другая фамилия и другое отчество. И спите вы в одной кровати. Мне твоя бывшая теща очень много рассказала. Я звонила теще и прекрасно… Да, вы любовники, и что? Что? Капитан Очевидность, что? Бывшие. Мы расстались 3 года назад. А я продолжала его любить. Позвонила его маме, она сказала, что он женился. Я стала его искать. И нашла. Да. Света приехала сюда 5 числа. Остановилась в отеле напротив. Да, я хотела сделать сюрприз. А потом 8-го я пришла вот в этот самый номер и сказала Насте, что Паша любит только меня, что он женился на ней по ошибке. Она, естественно, устроила скандал. После скандала она ушла, и больше мы ее не видели. Все. Где моя сестра? Ты тварь! Олег! Я тебя душу вытрясу! Олег! Все. Тихо. Возьми себя в руки. Тихо, я тебя не трону. Тварь. Подонок, а? Вот мразь. Угорать с Настю. Брал как натурально, а? Надо в полицию ехать. Паш, вот ты где. Эй, ну перестань. Все будет хорошо. Ну посмотри на меня. Ну, пожалуйста. Все будет хорошо. Ты зачем все рассказала? Ты хочешь, чтобы нас посадили? Да кто нас посадит? Просто больше нельзя было врать, понимаешь? Зато теперь они успокоятся и перестанут под нас копать. А если нет? А если нет, они все равно ничего не узнают никогда. И ты это прекрасно знаешь. У них улик нет. Они сколько угодно могут копать под тебя. Ну, то есть ты здесь ни при чем? Хорошо. Хорошо. Под нас. Вообще все из-за тебя. Да если бы не ты, все нормально было бы. Господи, я жизнь хотел новую начать. Ты вообще зачем сюда приехала? Перестань. Успокойся. Все. Тихо. Тихо. Ну, обними меня. Обними меня. Вот так. Зато теперь нам не нужно больше скрываться. Мы всегда будем вместе. Все будет хорошо, Паша. Если вы едете в полицию, я поеду с вами. Потому что я сам хочу все рассказать. Я понимаю, мне сейчас очень трудно поверить. Потому что все работает против меня. Ну, даже то, что моя первая жена умерла.
Вы ведь, наверное, думаете, что я ее убил, да? Ну, вы так думаете. Потому что против меня вас настроила мать Полины. Она вам не сказала, что наблюдается в психиатрическом диспансере? Что у нее было несколько попыток суицида. Это очень легко проверить. Проверим. Хорошо. И вы представляете, какая там генетика? И все это передалось Полине. Мы были женаты 4 года. 4. И каждый день я видел, как человек борется со своей болезнью. Но она не справилась. Ну, Светлана, так легко со счетов не сбросишь. Я ее сюда не звал. Это человек, который не понимает слова «нет». Я что, в этом тоже виноват? Да ты не бойся так, Паш. Не будь полиции. Ну, а что ссоры здесь будем выносить, правильно? Всякое бывает. Мне сейчас главное сестру найти, а с тобой мы потом пообщаемся. Очень много событий на сегодня. Надо переварить, ты извини, мы пойдем с Татьяной прогуляемся. Мы тогда ждем новостей. Ждем, Паш, ждем. Вы знаете, мы вас, наверное, отпустим, мы пешочком прогуляемся. Спасибо. Добрый вечер. Нам Федоров нужен. Его нет. Рабочий день закончен. А можете его вызвать? Он нам очень нужен, срочно. Звоните ему сейчас, потому что завтра поздно. Аркаш, вот Прохорова по твою душу. Пойдем присядем, подождем. О, конфет нашел. Хочешь? Мила угостила. А почему ты мне о ней не рассказывал? Да, Настя мне все уши прожужжала. Расскажи, расскажи. А ты, значит, думал, что я не пойму. А ты, значит, Тань, поняла бы. Слушай, ну ты вспомни, как мы воевали, когда я последний раз отсюда с командировки приехал, предложил тебе Милу удочерить. Нет, Олег. Нет, нет и нет. Ты просто не можешь объяснить, почему? Потому что я не такая хорошая, как ты. Я не такая сердобольная. Тань, что ты на себя наговариваешь, а? А ты вообще знаешь, сколько детей возвращают обратно, потому что с ними не справляются? Их просто обратно возвращают в детдом. Слушай, ну это же не наш случай. Почему? Почему? Может быть, во мне нет вообще этого гена материнства? Ну вот это вот ты вообще чушь несешь. Ты мужчина. И поэтому ты меня понять не можешь. Может, я вообще не смогу полюбить этого ребенка? Никогда. Что я тогда с этим буду делать? Тань, возьми отпуск за свой счет, а? На пару дней. Ну, поехали со мной, ты просто на нее посмотришь. Нет. Нет, я тебя очень прошу, пожалуйста, давай больше не будем к этому возвращаться. То есть мое мнение здесь вообще не учитывается? Прости меня, Тань, ну, я тебя очень люблю. Живут же люди как-то без детей. Мы проживем. Расскажи мне о ней. Ну, а что рассказывать? Мать у нее в нашем филиале работала здесь. Год назад от рака умерла. Тетка есть у нее родная. Ну, она и до лампочки. Вот, считай, год ребенок в детдоме живет. Нет, там все нормально. Директриса хорошая, ребята волонтеры, я с ними общался, хорошие.
Но это ж не семья. А так она хорошая, добрая, ласковая. На горке любит кататься. Катает. А познакомь меня с ней. А ты хочешь? Хочу. Ну а что, она очень обрадуется. Поверили? Кажется. Надо бежать, Паш. И как можно быстрее. Нет, не хочу. Почему? Да потому что это равносильно признанию вины. Нас сразу в розыск объявят. А я не хочу всю жизнь провести в бегах. Перестань. Мы будем жить за границей. Мы начнем новую жизнь. И нас никто никогда не найдет. Нет, я сказал. Паш. Ну, тихо. Все. Как скажешь, так и будет. Все. Тише. Я тебя люблю. Паш. Паш. Тетку не ушлая. Когда узнал, что я хочу удочерить, так сразу начала права качать. Ну, понятно, господи, деньги помогала. Я, собственно говоря, из-за этого раньше здесь и оказался, чтобы с ней как договориться. Договорился? Да, договорился, все нормально, она на отказ написала. Все хорошо. Я рад, что я тебе рассказал, Танюша. Ну, как-то мне полегче. Приехал. Да, умеете вы людей с постели поднять. Ну что, рассказывайте, что нового. Привет. Привет. Светает. Сегодня спасатели спустятся в ущелье и найдут там ее. Получается, что Анастасия исчезла не просто так, а к этому причастен Горшков и его любовница. Но у нас нет доказательств, нет никаких улик. Ничего у нас нет. Ну, алиби Светланы же проверить можно? Проверим. Я пошлю запрос по поводу их первого дела. Что с волонтерами? Сегодня присоединяются горные спасатели. Они будут спускаться в ущелье. Будем ждать. Вы думаете, моей сестры уже нет живых? А вы как думаете?